Израиль оказался на пороге большой войны с Сирией. После ввода крупных турецких войск в Сирию, Израиль начал действовать значительно активнее в отношении сирийского направления. Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли заявил, что война с Сирией стала неизбежной, подчеркнув, что текущая обстановка указывает на подготовку к началу масштабного конфликта между двумя странами. После инцидентов, произошедших во вторник, 9 декабря, в районе сирийского города Кунейтра, министр заявил, что быстрое начало войны с Сирией стало неизбежным. Он сделал это заявление после появления видеозаписей, на которых видно передвижение сирийских сил безопасности и вооруженных формирований рядом с позициями Цахала. Шикли, занимающий должность министра по делам евреев за пределами Израиля, написал в соцсети X, что столкновение с Сирией неизбежно, сделав это на фоне растущей напряженности между Дамаском и Иерусалимом. В Израиле охарактеризовали передвижение сирийских сил как угрозу безопасности на северной границе. По данным СМИ, эскалация напряженности в Кунейтре между израильским подразделением и сирийскими гражданскими совпала с визитом посла США при ООН Майка Уолтса и посла Израиля при ООН Дэнни Данона. Оба дипломата вошли в старую Кунейтру в защитном снаряжении и оценили обстановку на месте. Однако на обратном пути произошел инцидент с беспорядками и стрельбой после проезда вооруженного конвоя. По утверждению Цахала, произошла попытка задержания террориста исламского джихада. Уолтс и Данон находились на расстоянии нескольких сотен метров и не стали непосредственными свидетелями событий. Ранее сообщалось, что свежие видеоматериалы из Сирии указывают на прямую угрозу Израилю со стороны сил, подконтрольных лидеру Хаят Тахрир аш-Шам, Абу Мухаммаду аль-Джулани. На кадрах слышно, как боевики выкрикивают антиизраильские лозунги, призывая к уничтожению евреев и утверждая, что армия Мухаммеда вернется. Эти заявления демонстрируют истинные настроения окружения аль-Джулани и контрастируют с его попытками представить себя умеренным политическим актором. На фоне происходящего МИД Израиля сообщил об усилении разногласий с Сирией по вопросу будущего соглашения о безопасности. Глава израильской дипломатии Гидеон Саар заявил о существенных расхождениях с сирийской стороной, отметив, что Дамаск выдвигает новые требования, которые он раскрывать не стал. Ранее специальный посланник США по Сирии Том Барак указывал на сближение позиций сторон по документу, который должен был привести к прекращению израильских ударов и выводу израильских войск с юга Сирии. Предполагалось, что Израиль остановит авиаудары, а Сирия откажется от размещения тяжелой военной техники у израильской границы. Саар также прокомментировал переговоры о второй фазе перемирия в секторе Газа. Он заявил, что ее основой станет разоружение и демилитаризация региона, подчеркнув, что любые попытки переосмыслить понятие разоружения обречены на провал. Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что выполнение соглашения движется в правильном направлении, и что вторая фаза может быть реализована довольно скоро. Первая фаза включает прекращение огня, вывод войск Цахала, обмен заложниками и заключенными и обеспечение гуманитарной помощи. Вторая фаза касается послевоенного управления Газой, формирования международного стабилизационного механизма и выбора зон восстановления, но буксует из-за разногласий по вопросам разоружения Хамас и состава международных сил. Турция не осталась в стороне. На фоне заявлений из Израиля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с жесткой критикой правительства Нетаньяху, обвинив его в стремлении расширить влияние и разжечь новую войну уже на сирийском направлении. Фидан заявил, что Израиль не может обеспечивать свою безопасность, подрывая стабильность соседей, и что мир невозможен без признания права палестинцев на государственность, прекращения операций в Газе и перехода к политическому урегулированию. Он подчеркнул, что опора на одностороннюю силу при поддержке США приносит Израилю лишь краткосрочные преимущества, создавая долгосрочные риски. Тем временем, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассматривает посла США в Турции и спецпредставителя по Сирии Тома Барака как враждебный элемент. По словам источника, Барак ведет себя как турецкий посол и действует под влиянием интересов Анкары и частично Дамаска, сообщил портал Vola News.
Тем временем напряженность отразилась и в Европе. В Германии были совершены нападения на 2 турецкие мечети, на стенах которых появились надписи «Израиль» и IDF «Цахал», что вызвало опасения по поводу роста межэтнической напряженности. Командующий Центральным командованием США, Центком, адмирал Брэд Купер заявил, что Соединенные Штаты и Сирия имеют общие интересы в обеспечении безопасности региона. Он отметил, что США работают над расширением сотрудничества с сирийской армией в борьбе с ИГИЛ, а успешная интеграция СДС в сирийские вооруженные силы укрепит общую безопасность. Купер подчеркнул, что взаимодействие с сирийским правительством требует международного участия. На фоне стремительно растущей напряженности израильские СМИ сообщают, что Израиль рассматривает возможность начала масштабных боевых действий в Сирии. Примечательно, что обсуждение вновь вернулось к событиям 10-дневной давности, произошедшим еще в конце ноября на Голанах, когда в районе Бейт-Джина произошел серьезный инцидент со стрельбой. Тогда происшествие фактически осталось на периферии обсуждений, однако теперь, после ввода Турции крупных колонн войск в Сирию, к нему неожиданно вернулись. Такое совпадение вызывает вопросы. Почему именно сейчас инцидент в Бейт-Джине вновь оказался в центре внимания? По данным израильских СМИ, решение о начале широких боевых действий зависит от результатов расследования. Если подтвердится, что огонь по солдатам Цахала открыли силы, связанные с режимом Ахмада аш-Шараа, Израиль может перейти от локальных операций к значительно более активным действиям. Стрельба в Бейт-Джине произошла ранним утром 28 ноября, когда израильские силы проводили операцию по задержанию боевиков. 6 бойцов получили ранения. Армия задействовала авиацию и бронетехнику. 3 подозреваемых были задержаны. Сейчас, по данным 13-го канала, в Цахал обсуждают переход к расширенной операции на случай подтверждения причастности сил аш-Шараа. Израильская корпорация Кан сообщает, что уже установлены несколько лиц, поддерживающих связь с разведструктурами сирийского режима. Почему Израиль вспомнил о перестрелке только сейчас? Ответ напрямую связан с действиями Турции. Анкара провела крупнейшее за последние годы перебрасывание войск в Сирию. Десятки колонн, бронетехника и спецподразделения продвинулись вглубь сирийской территории, в основном в северной части страны, где преимущественно проживают курды и расположены их отряды самообороны. Несмотря на заявления турецких чиновников о том, что это всего лишь ротация военных, в Иерусалиме эти перемещения восприняли как серьезный фактор, способный изменить баланс сил, которые по своему масштабу не напоминали обычную ротацию. При этом Израиль не находится в состоянии вражды с курдскими формированиями. Напротив, курды рассматриваются так же, как и друзы, как потенциальные союзники. И именно на фоне этих турецких действий израильские СМИ внезапно вспомнили о перестрелке, которая произошла более 10 дней назад. Этот инцидент, который тогда рассматривался как локальная стычка с боевиками, теперь получил новое политическое значение. Его используют как возможный аргумент для легитимизации расширения операций Израиля в Сирии. Фактически, помимо недавнего инцидента в Кунейтре, происшествие в Бейт-Джине также стало удобной отправной точкой, позволяющей Израилю обосновать необходимость усиления присутствия на юге Сирии и продемонстрировать готовность реагировать на появление новых центров силы вокруг Голанских высот, в период, когда регион вступает в очередную фазу нестабильности. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, а также пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.